Представители знака зодиака Овен, приветствую вас. Таро прогноз. Неожиданности и сюрпризы. Февраля 2025 года. И что будет следовать или к чему все идет после этих неожиданностей? С чем мы столкнемся или случится, может быть, для нас именно с элементом неожиданности. Но пусть это будет действительно приятный сюрприз, когда открываются новые возможности. Давайте мы на картах пасьянса, никогда не знаю, что выпадет, маленькие карты, рандомные значения, сделаем такой прогноз именно на февраль, с чем вы можете столкнуться из разряда того, чего вы не ждете. И будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, сначала мы смотрим неожиданности и сюрпризы на февраль. И дальше мы раскроем, что же будет дальше, как знаки судьбы. К чему это? Ведут нас высшие силы, может быть, создавая те или иные ситуации. Итак, смотрим. Я смотрю, и вы тоже смотрите, что для вас месяц февраль. Для кого-то из вас это называется лицо, цыганский старинный расклад, пасьянс, и изображена нам цыганка. Но имеется в виду значение, это тот человек, который мало знакомый. Может быть, вы его знали, сталкивались, встречались когда-то раньше, но это не говорит о том, что мы в нем уверены, или это тот человек, которого мы можем где-то спрогнозировать. Поэтому карта призывает, с одной стороны, новые люди входят в вашу жизнь. Вот, может быть, с приходом какого-то нового человека или, мои дорогие овны, когда какое-то лицо, буквально, да, как персона, проявит интерес в вашу сторону, или будут какие-то контакты, может быть, и вынужденные. У кого-то тут, может быть, и в плане личной жизни какие-то контакты или продолжение ваших отношений. У кого-то это может быть знакомство, когда мы идем подписывать документы, или мы настроены на то, чтобы что-то оформить, или завершить какой-то вопрос. Вот здесь вам, с одной стороны, если мы рассматриваем как неожиданности и сюрпризы, может быть, как пространство сводит с каким-то человеком, который может быть для вас или чем-то полезен, или действительно у кого-то это вопросы любви. Сами по себе контакты, может быть, изменение вашего круга общения, ближайшего окружения, или даже когда вы занимаетесь работой или выполняете какие-то рутинные, может быть, обязанности. Будьте внимательны к тем людям, которые вас окружают. Карта лебедь, точнее значение лебедя будет говорить о любви. Это значение верности в первую очередь. И поэтому у кого-то это верные партнерские отношения в личной жизни. Или, может быть, партнерство по части бизнеса или работы. И самые разные люди могут быть. Есть, стало быть, человек, которому нужно присмотреться повнимательнее. И я посмотрю, что у вас еще совпало из остальных значений. Пока не вижу. Идем дальше. У кого-то будет проигрываться, это даже не взаимосвязаны. Вот лебедь и лицо, цыганка, да, мы сказали знакомство или знакомый человек какой-то. Человек сам может быть по себе, все же мы все разные, поэтому перекладывайте выпавшие значения на свою жизнь. Так вот, лебедь у кого-то будет проигрываться, как посмотрите, в одной плоскости у вас совпадает еще как листва. Дерево, есть такой момент. Это символ ожидания именно в этом пасьянсе. Поэтому может быть какая-то история любви, но не все движется быстро так, как вы хотите. Или так, как вы запланировали. Может быть, для кого-то это будет напрямую означать, вы улаживаете некоторые вопросы по части документов. Такое тоже бывает. И для кого-то это может проиграться. Посмотрите, у вас еще выпадает закрытый путь. И значит, я могу предположить, что сложится какая-то обстановка, когда вы все просчитали. Когда, может быть, и тезис-план вы свой имеете. Когда вы, в принципе, в каком-то вопросе
уверены в результате. Или то, что будет, может быть, предыдущий период складывался вот именно по вашему плану. Здесь может что-то притормозиться, вынуждая вас, ну, несколько скорректировать, либо ваши планы. Кто-то может даже отказаться. Для кого-то может проиграться так, что, посмотрите, действительно у кого-то будет дорога, которую вы планировали, по каким-то причинам может быть отложена. Вот это ожидание может перейти в то, что, может быть, вы отправитесь куда-либо, как вы планировали, но это будет изменение маршрута, к примеру. И здесь у каждого по-разному. Кто-то мог хотеть поменять недвижимость, да, и вы уже себе спрогнозировали то место, куда вы хотите уезжать. А здесь что-то будет меняться, и, возможно, для вас самих больше интерес, больше возможностей откроет какое-то другое направление. Тут вы меняете планы вот конкретно, именно потому, что обстоятельства складываются таким образом, что либо вам это невыгодно, либо вам это неинтересно, либо, ну, может быть, и складываются такие условия, когда в том контексте, повторюсь, который вы хотели или планировали осуществить, это не может быть осуществлено. И вам придется внести в коррекцию, чтобы план ваш таки осуществился, но с некоторыми деталями в изменениях. Может проиграться и так, что, к примеру, самые разные варианты, потому что эти сочетания, они могут говорить совершенно о противоположных значениях. У кого-то ведь это может быть так, что вы буквально волнуетесь по поводу какого-либо приезда человека к вам. И словно вы его ждете, может быть, предвкушая какой-то неприятный разговор, к примеру, и вы надеетесь, или, ну, может быть, и надеетесь, что он не приедет, этот человек, или вам не придется ехать. Или вы, ну, строите планы, как я буду договариваться с каким-то человеком. Поэтому я здесь вижу еще такой момент, что здесь некоторая персона, которая, может быть, и собиралась к вам навстречу, или у вас что-то планировалось, здесь тоже может отмениться, и тогда вы вздохнете спокойно, свободно. И такой вариант тоже может проиграться. Опять же, переложите на свою жизнь. Сейчас мы немного раскроем. Да, тут правда, мои дорогие овны, тут словно, посмотрите, тут действительно ангелы за вас. В феврале месяце это как помощь высших сил, конкретно ангел совпадает. И поэтому словно судьба отводит вас от того, что не может быть продолжено, или отводит от вас какую-то, может быть, даже неприятность, когда вы куда-то не поедете. И кто знает, в последующем разовьются события, вы себе скажете спасибо, что этого просто не было. Поэтому не горюйте, если планы вы составили, а что-то идет не по вашему плану или что-то нарушается где-то через ожидание, потому что сначала нам именно листва выпала как ожидание, а потом у нас выпадает замок «Закрытый путь». И я действительно больше склонна теперь, когда вижу весь пасьянс, обратите внимание, словно вы чего-то ждете. Давайте начнем сначала, чуть-чуть. У нас листва, да, как ожидание. Дальше мы с вами раскрыли закрытый путь, то есть вот куда-то невозможно ехать. А потом вы приходите к выводу, посмотрите, еще у нас совпадает змея. То есть закрытый путь конкретно какой-то змее, обману какому-то. Или неправильным вашим действиям. Все то, что я сказала прежде, не горюйте, если что-то неосуществимо. Или сначала у вас притормаживается. Рассчитываете или можете воспринимать это как знаки судьбы, когда действительно высшие силы помогают. Может быть, решить какой-либо вопрос более правильно. Или так тоже в нашей жизни бывает, мы себе спрогнозировали что-то, да, или хотим осуществить, и уверены на данном этапе жизни, что это правильно. А потом приходят те события, которые нас заставляют изменить свои планы. И еще спустя время мы говорим спасибо высшим силам за то, что это
или я куда-то не поехал, или я там что-то не осуществил, может быть, документ какой-либо не подписал, или даже если с кем-то не встретился. Ну, есть, может быть, не находились в какой-то местности, ведь у кого-то и так может проиграться. То есть вас где-то не было, и в этом вам какой-то будет плюс. Да, тут могут быть вот такие метаморфозы в феврале для вас, поэтому все идет своим чередом. Жизнь для вас складывает, наверное, более лучший фарватер, мои дорогие овны, чем тот, который прогнозируете вы сами. Давайте мы раскроем, что же такое неожиданности и с чем это связано. С чем связаны эти неожиданности? С хитростью. Вот действительно какая-то змея. Ну, у нас уже год змеи, будем говорить, по восточному календарю, и нас призывают адаптироваться к какой-то ситуации и организовать свою жизнь по-новому. Семерка мечей – эта карта имеет два значения, ну, имеет и больше, но мы рассмотрим два основных. С одной стороны, поскольку называют ее картой вора, хоть это нигде не прописано, но карта нас призывает быть внимательнее. Внимательнее ко всему. К кошелькам, сумочкам, к тому, что говорят люди, к электронным системам взаиморасчета. Не перейти куда не нужно, да, вот по ссылкам. Будьте аккуратны и внимательны. С другой стороны, второе значение именно в колоде Таро иллюминатов. Забрать свое. И вот что-то подобное по пассиансу, который я описывала, у вас как раз и может проиграться. Какая-то как сложившаяся история или ситуация, обстоятельства, когда для вас, когда мы чего-то не сделали, или куда-то не поехали, или кто-то к нам не приехал, в последующем как раз складывается в больше плюс. Поэтому в неожиданностях будьте готовы к тому, да, действительно какая-то возможность. Для кого-либо из вас это может проиграться по части денег. Может быть, если мы переложим, вот, да, как мы меняем направление, меняем путь или что-то видоизменяем, и это для нас складывается определенным бонусом и для кого-то из вас. К примеру, если по части вопрос финансов или денег, получения денег, может быть, какая-то система взаиморасчетов не сработала прежде, и вы уже себе наметили план, как я буду действовать, вот так вот этот план вы тоже можете поменять, потому что либо как наступает прозрение, или к вам приходит информация, когда вы понимаете, что нет, лучший мой помощник – это действительно время, а это где-то нам пассианс показывает по февралю. Не торопиться, дай-ка я изучу какой-то вопрос. Или вы собирались подписать какой-то важный документ, и здесь вы тоже можете сами притормозить и сказать самому себе, вот мне горячность сейчас не поможет. Некоторые нюансы меня, ну, как-то так ставят в тупик. И вы сами остановите подписание, к примеру, этого документа, и тогда вы, скорее всего, сделаете правильно. Откроется какая-то новая возможность, потому что по тузу Пентаклей у кого-то проиграется как получение денег, вот той суммы, которая где-то застряла, задерживается. Или для кого-то из вас это могут быть новые направления по вашей деятельности. Опять же, ситуация вас подталкивает рассмотреть новые формы сотрудничества или вообще новый вид деятельности. И всегда по тузу Пентаклей это как первое зернышко наших будущих побед, которые мы садим в землю, чтобы в последующем получить какое-то денежное дерево. Но могут проходить еще и важные бумаги. Будьте внимательны. Что же еще за неожиданности? Для вас два направления. Первое. Это буквально не поторопиться, не сглупить, мои дорогие овны, правда? Потому что семерка мечей, ну, быть настороже, карта призывает дважды. Неважно, какие у вас намерения и цели. Вот такова энергетика февраля. Здесь нельзя делать, как прежде. Здесь придется быть гибче. С вами могут хитрить, и нам об этом сказали карты пассианса. Ну, так и вы будьте где-то с элементами мудрости и на грани хитрости. По-другому не получится. Потом не сетуй на судьбу, если ты сам что-то прошляпил. Нам ведь уже об этом говорят не первый раз. Причем разные колоды совершенно. И вот пятерка пентаклей – это всегда недостаток. Но для вас шанс уйти от недостатка по части. Первое – как раз безденежье. Или когда не решали вы какой-то вопрос, который взаимосвязан с финансами.
И пусть у кого-то вопросы недвижимости, имущества или это работа, в конечном итоге это к деньгам все сводится. Так вот, решить какую-то проблему денежную, финансовую. А второй момент – это устранить недопонимание в отношениях с какими-то людьми, персонами. Может быть, персонами, которые для вас очень важны. Или на последующий период с вами их, точнее, этих персон и вас как-то сведет еще раз судьба. Не просчитаться, быть дипломатами, быть гибче, повторюсь, и решать финансовые вопросы. Для этого, по крайней мере, будут предпосылки. Но делать что-то придется иначе. Или действовать придется иначе. Давайте мы с вами спросим, что же это за знаки судьбы, в чем же будут эти сюрпризы. А вот посмотрите, вы с кем-то можете примириться. И правда, по шестерке кубков проходят люди из прошлого. И это может быть, мы изменим мнение о каком-то человеке. И я допускаю как в пользу со знаком плюс или, может быть, и у кого-то со знаком минус. У кого-то из вас помириться с человеком все-таки есть такая возможность. И проговорить важные, откровенные темы, из-за которых, может быть, это взаимопонимание было утрачено. Будет у вас такой шанс, мои дорогие овны. Поэтому, если человек для вас важен, или вы чувствуете, что, ну да, вот есть как бы интерес в мою сторону, но пока еще не знаю какой, тогда не торопитесь с выводами. Здесь может судьба давать вам такой сюрприз, когда вы будете менять о человеке свое мнение. Знаки судьбы, сюрпризы по второй карте королева кубков. Вопросы в личной жизни вы можете уладить. Это карта любящего человека. У кого-то вверху у нас туз пентаклей будет означать помощь. Или человека нужного, грамотного, который к вам лояльно настроен. Но, безусловно, слушайте, кстати, интуицию. Для вас это будет как знак судьбы. Не говорите себе никогда, потому что никогда такого не может быть. Или не говорите «это мне показалось». Даже если вам шестое чувство дает подсказку, поверьте, мысль, она к нам не приходит случайно. И, может быть, будет такой тонкий нюанс, когда решая те или иные вопросы, ваша интуиция вам подскажет. Не торопись, вот здесь притормози. Поэтому слушайте самих себя, ведь прекрасно работающая интуиция проходит по королеве кубков. Она нас очень правильно уберегает от ненужного вложения или ненужного подписания, или чтобы себе не создать какую-то конфронтацию. Здесь ведь может быть как помощь высших сил, чтобы установить с каким-то человеком доброприятельские, хорошие отношения. И вот посмотрите на место этой пятерки пентаклей, когда мы решаем вопросы финансы и взаимопонимание. Выпадает карта императрицы. На кону ваш статус, мои дорогие овны, ваше материальное благополучие, ваша успешность, если мы говорим о личном деле, о бизнесе, о росте вашей популярности, о вашем имидже. Кто-то захочет менять имидж, потому что, вы понимаете, мне сейчас нужно сломать шаблон, как люди меня представляют, как они меня видят. Мне это сейчас совершенно необходимо. И для кого-то это будет как старт к новым переменам. Здесь ведь всегда, будем откровенны, когда выпадает карта императрицы, это в первую очередь свидетельствует о нашей внутренней перезагрузке. Недаром и сигнификация символ нового «я». Вот для вас на кону ваше счастье, ваш успех, новое качество жизни и ваше новое «я». Есть о чем подумать, правда? Давайте мы теперь достанем еще 3 карты. Вот таковы знаки судьбы. И даже если что-то у нас, ну, как-то идет в кривь и в кость в феврале, значит, это действительно ваши ангелы пытаются вас сориентировать в более правильном направлении. Тогда нужно где-то самому не спешить. И принимать альтернативные решения придется. Итак, каков же итог, к чему все идет или что дальше? Ваша победа, мои дорогие овны. И мне нечего добавить, поэтому у каждого свои направления, решения. Тут у нас карта императрицы выпадает, и она говорит обо всех сферах жизни. Но жезлы, дела, работа, бизнес и деньги, поэтому как получить нужный документ, или как согласование важное провести, или для себя какой-то новый старт начать. Если мы говорим по вашим личным делам,
или творческим планам. Всячески благоприятное, посмотрите, следует продолжение. И поэтому вот то, с чего мы начинали, да, когда ни шатка, ни валка, как-то непонятно, когда нас может что-то не устраивать, когда мы можем на что-то досадовать. А здесь действительно нужно остановиться. Если не продвигается какое-либо дело, это может свидетельствовать как знак судьбы, что вот в этом месте, Овен, начинается твое как новое «я» или какая-то перезагрузка, когда потребуются совершенно другие решения или коррекция планов. Перекладывайте на себя, мои дорогие. У кого-то любовь проиграется, у кого-то предложение руки и сердца, кстати, тоже может проиграться. Очень много значений. Даже если что-то вам не нравится, понимаете, у вас все равно может сложиться в такой хороший плюс, о котором вы даже не предполагаете, возможно, на начало месяца. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.